Всем здорово, народ! Значит, смотрите, у нас была голосовалка на Бусти, где вы лично выбирали, какой класс аспект мне разобрать. И ваш выбор пал на Дестра Варлоков 335, поэтому сегодня за него котеечку мы и разберем. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Итак, поехали, каточка началась. Она не была прям идеально отыграна, но на самом деле для нас это выгодно, поскольку будем ошибки подмечать, и я их буду проговаривать. Значит, смотрите, первый принципиально важный момент. Во-первых, даже если бы вражеский друид был в инвизе в самом начале боя, он бы не подсветился на Гладиусе, все равно мы бы понимали, что это друид во вражеской команде, поскольку мы видим баф корней на вражеских игроков, соответственно. И мы понимаем, что сетап у противника сейчас максимально на старт ориентирован. То есть они со старта захотят в нас пробурститься, и нам вот главное пережить начало боя. После того, как начало боя заканчивается, вражеские бурсты тоже подходят к концу, настает наше время. У нас каточка начинается со второй фазы. В первой фазе мы обязаны выжить. Это самое главное. Это вот тир-1 задача на старт нашей, соответственно, вот этой вот игры. И я это сразу понимаю, перехожу в доспех скверны, или как он там называется, который увеличивает нам броню и повышает по нам захил. И, естественно, не забываем поставить телепорт где-нибудь чуть-чуть поглубже, чтобы вот быть за колонной и заявить какие-то кнопочки в моменте. Ну, допустим, посмотрим, как у нас будет развиваться сейчас катка. В идеале, конечно, подстанить Вара, чтобы он хотя бы немножечко секунд потерял. Все, Вар нажимает на срывок, мы понимаем, что это баланс друид. И опять же говорю, не принципиально, ферал это будет или баланс. Если это баланс, друид, сейчас пойдет звездопад, огромный дэмэдж все-таки будет по нам залетать просто пассивно. Если бы это был ферал друид, скорее всего, все было бы еще хуже, поскольку вот он из инвизов скрывается, станет, кровотечение, под берсой огромные цифры дэмэджа вылетают. Ну, понятное дело, это все очень больно. И поскольку это баланс друид, он не будет подходить к нам в упор. Из этого невозможно будет провернуть комбинацию через неистовство тьмы, подстанить в области, и потом через вой ужаса, опять же, эфир накинуть на сразу двух оппонентов. Ну, посмотрим, все. Вар нажимает рывок, я его пытаюсь замедлять, и вот здесь хорошо, что меня откинула сова чуть-чуть подальше. Когда она меня откинула, она уже не может нажимать в меня кнопки. Поэтому я особо сейчас и не пытался как-то убегать. Понятное дело, что у меня вот моего шаманчика уже зациклонили, и я могу сейчас бежать вниз, или бежать наверх. Если я бегу вниз, я баечу Вара, чтобы он прыгнул за мной, и потом можно будет нажать телепорт, он уже потеряет время. Это первый возможный сценарий. Второй сценарий, а я бегу наверх, поближе к своим тиммейтам, понимаю, что у меня шаман, если что, поставит тотем, и в любом случае мне нужно саппортить своему охотнику, потому что если не меня, то моего охотника могут очень сильно пробить, и это тоже нам невыгодно. Я понимаю, что Вар за мной вниз не идет, поэтому сам тоже, опять же, вниз не прыгаю. Сова тринканула мой, соответственно, койл, и это очень хорошо, в том плане, что я вот сейчас могу, например, соблазн в нее накинуть. И посмотри, я пытаюсь максимально много выдавать сейчас контроля. То есть я уже кинул койл, соблазн, заферял Вара, сейчас выйду из циклона, подстаню их обоих. И вот сейчас ошибка. Можно было нажать после стана, вот прям сразу же, инста в моменте, вой ужаса. И я бы еще накинул страх и на воина, и на баланс друида. Да, понятное дело, он был фуловый уже не был, поскольку деминишинги пошли, но в любом случае это выигрышное время, которое вот нам сейчас очень важно. Нам сейчас главное не умереть, нам сейчас главное побегать и так далее. Вот я кастовал Невой ужас и решил касануть просто таргетно, опять же, в баланс друида Фир, и опять же моя ошибка, что я впитал целый Блейдшторм Вара. Вот он когда начал его крутить, я когда вот сюда чуть-чуть уже вышел на мостик подальше, нужно было просто нажать, соответственно, телепорт, смотри. Давай чуть пораньше даже отмотаю. Еще пораньше отмотаю. Вот я заферял баланс друида, вот я побежал. Вот Вар пошел за мной. Видишь, я зачем-то кастую Immolate. Мне не нужно было этого делать. Мне нужно было чуть-чуть пробежать подальше. И вот в этой точке примерно нажать Блейдшторм, чтобы он не успел вернуться. И так много дэмэджа он бы мне не нанес. Это мисплей. Здесь я мог за счет этого даже, кстати, откиснуть. Но мой шаман вообще филигранно выполняет мою работу свою. Потому что он и суккубу мою хилит, и меня хилит. И шаман вообще всех захилил, короче, в этой катке. За это ему огромный респект. И все. По сути, вот смотри, все, первая фаза закончилась, теперь настанет наше время. Почему? Блейдшторм Вара потрачен, звездопад баланс друида потрачен, и главное их, соответственно, вот эта вот, сила, да, это прессинг на самом старте, когда баланс друид из инвизов скрывается, и вот они навязывают свою игру. Все, это время закончилось. Теперь время. И фаза за нами. И также еще, кстати, зубы приста были потрачены. Мы понимаем, что вот такого главного сейва у них еще очень долго не будет. Поэтому, соответственно, здесь нужно уже искать моменты, чтобы в ответочку начинать накидывать. В идеале соблазном сейчас законтролить вражеского ДЦ приста и кого-то попытаться пробить. Накидываю дотки на Вара, пытаюсь с него коснуть Хаус Болт. И вот смотри, сейчас очень хорошо сделал. Я подстанил и баланс друида, и ДЦ приста. И сейчас инста после стана, после вот неистовства тьмы, я кастую соблазн суккубой по вражескому ДЦ присту. Потому что очень хороший вариант сейчас, чтобы пробить кого-то из противников. 9 секунд контроля по присту, поехало. Все, найс, отлично. Вар молодец. Вар замечает это, дает рывок к союзнику и сбивает моей суккубе каст. Очень хороший плей от Вара. Он явно понимает, что он делает. Он явно понимает, как играть в эту игру. И, соответственно, смотрим дальше.
дальше. Они так просто не сдаются. Плюс ко всему мне получилось выдать фуловый фир по баланс-друиду. Вот я его выдаю, его кто-то задиспелил, я понимаю, что его задиспелили, нажимаю эфир в него еще раз. Все, поймали опять же баланс друида во второй эфир, и сейчас бежим наверх, чтобы доигрывать по вару. Смотри, два принципиально важных момента. Во-первых, я понимаю, что после ошеломляющего выстрела пойдет трапа ледяная от моего охотника, и он поймает ДЦ, пристав контроль, и это открывает для нас огромное окно возможностей. Либо вражескому присту сейчас понадобится нажать трингет, чтобы спасти своего воина, либо воин просто, скорее всего, умрет, потому что убежать уже от нас он здесь как-то не сможет, потому что, опять же, есть стан и так далее. Замедление на нем будет огромное, тудым-сюдым. Поэтому, скорее всего, сейчас прист нажмет тринкет. И второй принципиально важный момент. Я все еще у себя в голове держу местоположение баланс друида. Я понимаю, что прямо сейчас он где-то вот там, в левой нижней части экрана у меня за спиной. И, соответственно, как только он выйдет из фера, он захочет, скорее всего, в меня что-то кастануть. И, скорее всего, это будет циклон, чтобы меня задизейблить, чтобы я не мог спокойно бить воина. После того, как я докастую иммолейт, я инсты бегу дальше наверх, чтобы помешать баланс друиду в меня что-то нажать. Вот я кастую иммолейт, и вот, смотри, видишь, все. Он хотел меня зациклонить, но из-за того, что я забежал наверх, у него, очевидно, не прошел его каст, я, во-первых, заэвейдил контроль, баланс друид потратил время, 2 плюсика уже у нас за счет этого мува получилось. А я просто не остановился на месте, потому что не было в этом смысла. После своего каста у вас очень много моментальных кастов на, соответственно, Дестро Варлоке. Понятное дело, у вас стан есть, поджигание есть, и, в общем... Имейте это в виду, не нужно стоять на месте и выйдите кастеров, если на это есть возможность. Соответственно, продолжаю, пытаюсь дамажить Армс воина. Вижу идеальный момент для тройного стана. Просто невероятно, феноменально вкусный сейчас стан пройдет по троим. Понятное дело, вам такие моменты нужно всегда вообще видеть, потому что радиус огромный, массовый стан, это очень мощно. Понятное дело, что это нужно всегда прожимать, если есть такая возможность. И после стана мне в идеале сейчас законтролить ДЦ приста. Понятное дело, да, на нем висит диminishing на фир, но он всего лишь 50%, и сейчас это важнее, потому что сейчас отличная возможность, чтобы вара добить. Поэтому да, я не буду дожидаться конца диминишинга, хоть всего 3 секунды осталось. Я подстаню сейчас всех троих, и в идеале мне законтролить вражеского приста. Либо фером, либо соблазном. И, кстати, вражеский баланс друид еще раз хотел меня сейчас заклонить. Он нажал свой каст, и он еще раз его, соответственно, профукает. Он еще раз потратит время, потому что я просто их всех троих подстаню. Видишь, насколько много времени я выиграл за счет того, что баланс друид вообще вот на последние секунды, получается, сколько? 10 из боя был выключен. Потому что сначала был первый эфир, его задиспейлили спустя там пару секунд, я наложил на него второй эфир, потом я от него убежал, и сейчас его застаню. Вражеский баланс друид последние 10 секунд вообще ничего не делает. И это для нас выгодно, понятное дело. Все, стан по троим, соблазн пошел, и вот сейчас нужно вара добивать. Решил перебдеть, так сказать, решил касануть еще дополнительно фир после того, как вот заканчивался соблазн. Но меня выкидывает баланс друид. Но мой шаман видит момент и хиксует вражеского ДЦшника. В этом плане очень хорошо сыграно, мне прям понравилась эта катка, мои тиммейты молодцы. Меня выкидывает баланс друид, я не могу добить вара. Я здесь трачу телепорт, чтобы вернуться обратно. Нажимаю поджигание, начинаю высасывать жизнь, потому что когда у нашей цели меньше четверти хп, 25% хп или меньше, наш вот этот вот Drain Soul, похищение души, да, там высасывание души, не помню, начинает больше дамажить. По-моему, даже то ли в 3, то ли в 4 раза. Короче, как добивочка, если у вас больше особо ничего нету. Хотя мог, конечно, хлестнуть Хаусболт. Но, допустим, Хаусболт он мог зарефлектить мне в лицо обратно. Поэтому я решил высосать из него жизнь. Начинаю кастовать. Соответственно. Не хватает нам дэмэджа, долетает еще фир, залетает циклон. Я пытаюсь еще чуть-чуть времени выиграть за счет того, что там на пару секунд буквально начинаю соблазнять вражеского ДЦшника. Еще один стан красивейший по троим, еще больше дэмэджа залетает вара, и я параллельно продолжаю все еще контролить того, кого возможно. Да, я не мог сейчас контролить ДЦшника, потому что все, он в диминишинге фиры не работают, но за счет того, что баланс друид был не в диминишинге, я просто суккубо его соблазнял вообще абсолютно спокойно. И вот таким вот образом катка была выиграна. Ну скажи, красивая котеечка, вообще прям такая вкусная. Ну и давай посмотрим, наверное, на эту каточку полноценно, без моих пауз. Опять же, просто пробегаясь по основным моментам. Да, вот поставил себе армор, поставил себе телепорт. Все, сейчас главное пережить стартовый заезд оппонентов и здесь не откиснуть. Поэтому, когда меня вот откидывает баланс друид, у меня выбор либо лететь вниз, бежать туда, либо, опять же, остаться повыше и помогать своим тиммейтам. Я выбираю вариант остаться повыше и помогать своим тиммейтам, соответственно. Все, просто пытаюсь беспорядочно, по сути, выдавать контроль.
чтобы пережить звездопад. После звездопада можно уже, ну так, знаете, руки подразвяжутся, можно будет по сейвове поиграть поспокойнее. В любом случае, если я вижу возможность, мы постоянно станем массово, мы постоянно соблазняем какую-то цель, если она где-то далеко стоит. И вот здесь вот, естественно, если бы я задоджил еще телепортом пораньше Блэйдшторм Вара, было бы вообще вот прям очень хорошо сыграно. У меня бы даже хп меньше 50% вот не просело ниже. Это было бы хорошо. Как только я увидел, что моих тиммейтов выкинуло подальше, я подбежал к ним. Кстати, не проговорил это в первый момент, но это тоже важно. Понятное дело, если бы я этого не заметил, меня бы могли там оставить вообще просто на этой вышке сверху. А я заметил, что баланс друид моих тиммейтов выкинул, я прибежал к ним, все. Стан, соблазн фуловый по ДЦшнику, это прям отлично, но Вар молодец, замечает. И, кстати, ну, довольно странный чардж, да, такой, как будто бы приз был за колонной, но все равно прошел. Окей. Даблфир по сове и бежим наверх. Бежим наверх, кастуем кастик, не останавливаемся на месте, бежим наверх, все, задоджили циклон, хаусболт, массовый стан, как только они все втроем встали, отличный соблазн, и вот сейчас бы добить Вара, конечно, было бы прям вообще гига красиво, но нам чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает, но Тима молодцы. Очень красивая катка, я прям вот ее уже третий раз вижу, третий раз пересматриваю, и в третий раз все равно красиво, ну потому что действительно сыграно. Прочувствовали друг друга, знаешь, мы контроль, соответственно, хорошо выдавали последовательно, каждый за каждым. Все понимали, что делать, все понимали, куда бежать, когда бежать. Легенды, очень хорошие тиммейты, я им ставлю 9 из 10, не знаю, куда можно было лучше, но, допустим, оставим на будущее, да, оставим десяточку на будущее, это была катка на 9,5 даже вот из 10, сыгранная в плане тиммейтов. Легендарно. Вот такой вот видос у нас сегодня, народ, вышел. Пишите ваши комментарии, нравится вам такой тип контента или не нравится. И если хотите принимать участие в голосовании, соответственно, за класс, какой класс разобрать, по какому классу гайд сделать, подписывайтесь на Boosty. Там у нас не только гайды, но также еще и вот такие вот голосовалки сейчас буду постоянно производить. Всем удачи, всем прогрессив PvP, всем на сегодня пока.